Итак, мальчишки и девчонки, сегодня мы будем пытаться добраться до клапана холостого хода, который находится где-то вот в той части. Для этого нам понадобится убрать фильтр, убрать патрубки, отсоединить от них все, горячо, трубки, и тогда мы сможем достать наш клапан. Итак, коробку мы сняли, у нас открывается доступ к воздуховоду, отключаем датчик температуры воздуха и продолжаем разборку. Что здесь мы видим? Мы видим датчик положения заслонки, мы видим саму заслонку, можно посмотреть, что внутри происходит. И сейчас нам надо это все как-то разобрать. Чтобы снять нам этот девайс, что нам требуется? Нам нужно отсоединить тросик газа. Далее нам требуется снять клеммы с 3 датчиков. Первый датчик — это клапан холостого хода как раз таки. Второй датчик — это угол положения дроссельной заслонки. И третий датчик, я точно не уверен, но предположительно это либо температура воздуха, нет, вряд ли температура воздуха, ну, какой-то из 3 датчиков, я потом посмотрю по схеме. Также нам надо будет отключить охлаждающую жидкость, которая подогревает клапан холостого хода, и открутить, соответственно, винты, гайки. Следующий шаг — отсоединить патрубки. Перед тем, как отсоединить патрубки, было бы, наверное, лучше всего расшатать сам клапан. Для этого я взял молоток, взял маленькую деревяшку и аккуратными ударами сместил ее. То есть сейчас она подвижна. Далее мне надо отключить патрубки с охлаждающей жидкостью и патрубок, который идет в систему рециркуляции паров бензина, я полагаю. Итак, все патрубки и датчики сняты, все отключено. И теперь надо аккуратно, не повредив прокладку, снять всю эту штуку. Так, единственный нюанс, я забыл отключить ремешок. Хитрое устройство снято. Можно посмотреть, что там внутри. Я бы не сказал, что сильно грязное оно. Тем не менее, масляные разводы присутствуют. Но сейчас мы все это дело хорошенько почистим и поставим обратно. Если же заглянуть внутрь, видно, что внутри есть масло, что не очень хорошо. Значит, надо будет чистить и воздуховод тоже и смотреть, откуда туда попадает масло. После беглого осмотра, особенно если обратить внимание на эти винты, видно, что какой-то умник уже сюда лазил и, похоже, крутил настройки. Также и вот здесь. Ну, эти винты еще, может быть, никто и не трогал. Это положение датчика. А вот сюда уже, похоже, кто-то залез, судя по сорванным шлицам. Так что сейчас мы это дело откроем и посмотрим, что внутри. И, может быть, что-то даже перенастроим. Но, естественно, все это дело будет промываться. Момент истины. Что же там внутри? Оба! А в общем-то, не все так и плохо. Да, конечно, грязновато, но не могу сказать, что совсем все плохо. В правой камере находится сама охлаждающая жидкость, которая подогревает клапан холостого хода. Ну что ж, давайте все это чистить. Для очистки я буду использовать обычный Carp Spray Cleaner. Это не реклама, просто первое, что я нашел в гараже. Промыв и приведя более-менее человеческий вид клапан холостого хода, я решил таки заглянуть и посмотреть, что же у нас скрывается за этой заслонкой. Сама заслонка стала более-менее чистая.
Все каналы промыты, все чистенько и аккуратненько, насколько это возможно для бэушной машины. Теперь все это надо дело собрать обратно. Сборка происходит в обратном порядке. Мы все это дело устанавливаем, затягиваем винты, болты. Не забываем подключить все датчики. Ставим обратно на место шланги и продолжаем сборку. Кстати, я не упомянул это сразу. Не спешите закручивать эту гайку, потому что нам потом надо установить обратно тросик газа. Кроме того, я не рассказал. При откручивании надо быть осторожным, потому что вот здесь находится небольшая проставка, которая поддерживает крепление держателя тросика газа. Поэтому при сборке или разборке будьте внимательны, не потеряйте деталь. Итак, все собрано, все подключено. Лишних деталей не осталось. Все стоит на своих местах. Осталось подключить отрицательную клемму. Сойти с ума от криков сигналки. И проверить.